Лида, ну расскажи нам, как же ты лечила зубы в Турции? Ну, так как я вожу в аэропорт людей, везла одну пару. Приехала в аэропорт, было жарко, помню. Они как сели ко мне, женщина сзади, мужчина спереди. Я посмотрела на него, говорю, откуда вы, спросила. Он говорит, с Турции. Смотрю, не загорелый, на улице 40 градусов. Спрашиваю, говорю, вы как будто по грибы ездили. Он говорит, нет, я типа ездил с женой, но ей зубы делали. Ну, тогда я и спросила у него, говорю, давайте подробнее, как это все делается. Ну, он мне выбрал визитку, дал, мы поболтали по дороге, пока ехали 2 часа. Ну, и когда вернулись, я, говорит, у этой женщины, она по-разному говорит, по-литовски, по-русски, по-английски, шпарит. Типа, можете позвонить и спросить всего, что вам нужно. Не только зубы, а все еще, что хотите сделать. Но я, приехавший не сразу, но я решила спросить хотя бы. Ну, спросила она, говорит, нужны фотографии там зубов, пускай тебя кто-то заснимет, рот. Мне глаза нужна была операция. Еще кое-что подправила. Ты говори, не стесняйся. Имела проблему когда-то с весом большими. Когда я скинула килограммы, мухи кусаются, извиняюсь, обгоняюсь. Тогда пришлось снять живот, как выглядит. Пошла к соседке, говорю, будем сессию делать. Поснимали все, глаза какие, живот. Фотографию глаз, глаза, живот, зубы какие. И позвала я ей, она с врачами договорилась, как бы посмотрели врачи, можно ли что-то сделать. Не. Ну и договорились, что может, она позвонила, сказали, показала она там. Есть в Турции клиника Перла такая, называется, для зубов. То есть ты, получается, с этой женщиной познакомилась по телефону, да? Ну да, по телефону. И так как уже... этих я везла, они там были уже. Я поняла. И говорит, что все хорошо. Я-то не знаю, насколько это хорошо было, Аля. Я их привезла, выпустила и все. А потом сама туда поехала. Я зубы у меня не были такие критичные. Но я хотела глаза и что-нибудь с животом сделать. Потому что когда я вес скинула, он обвис. А когда-то у меня были операции деланы, и вид никакой. Вечно потела, висит шкура, это никакого вида. Ну, я решила подправить это все дело, если это возможно. Ну, поехала и подправили. Там билет я только купила. Трансфер есть, который тебе дают, возят в поликлинике, в клинике, привозят, завозят, сколько раз надо, на день столько и возят. Ну и сделали. Я там пролежала 11 дней. Потому что у меня не только зубы были, а глаза, веки подняли, и еще живот операция. Ну давай поэтапно рассказывай. А что? Сразу приехала. Как-то вечером я приехала, то в гостинице переночевала. Утром приехал трансфер, сказал, надо ехать в клинику, все анализы сделать. Сделали все анализы. Ну и они сказали, что сначала сделают живот, а потом зубы. Ну, я думаю, целый день имею свободного времени. Утром все закончила. В бассейне плаваю. Сестричка прилетает. Говорит, я тебя ищу, за тобой приехала. Мы сначала зубы сделаем, а потом живот. Ты, возможно, не сможешь столько сидеть или как, когда живот сделаем операцию. Так сначала зубы. Ну, и забрали меня. Ну что, там сразу рентген.
И они показывают, если какие есть плохие, вырывают сразу же. Если вырвали мне только 2 были как бы плохие. Вырвали и сразу импланты поставили 6. Сразу же. Но это занимает время. Это каких-то, знаешь, 5-6 часов это все. Уже вставляют, потом это смотрят, рентгены обратно делают или правильно поставили, зашивают. Но вырвали 2 зуба. И все на этом. На этом полгода ждешь. Потом полгода ждешь, пока импланты приживутся. А на другой день уже повезли в другую клинику. Утром живот, операцию и глаза. 6 часов длилась операция. Нормально все. Нормально. Только, да, живот. То есть ты сначала сделала зубы, да? Ну, зубы импланты ставят. Ставят. И больше ничего вырывают, что не нужно, плохие. Вот на тот момент, какие плохие были. Потом Вырывают. ты пока ждала свои зубы, ты сделала глаза, да? Зубы сделанные, все. Ты уже как бы... Это занимает 7 дней, если только зубы. Неделю время нужно. Потому что они ждут, пока немножко заживут, они приживут, рентгены делают, смотрят, как приживаются за 7 дней. А живот сделали операцию и глаза сразу. За один раз это. 6 часов операция длится. Так не только живот, это еще жир. Жир еще. Тут с боков сняли 2 килограмма. Как операция выглядела? Как будто я видела. Ведь, То есть у тебя была эпидуральная анестезия, верно, да? наркоз на все. 6 часов где-то так. Ну как на все? То есть через рот? Я даже не успела понять. Меня в клинику привезли, посадили в коляску, переодели в рубашку, дали палату. И что там было? Что там было? Там пришел анестезиолог, обсмотрел, проверил, померили все и все. Ну, и тут же мне за некоторое время забрали в операционную. Очень быстро. Капельницу поставили в руку, катетер ввели, поставили капельницу. И с этой капельницы через полчаса, наверное, она покапала и забрали меня сразу. Сразу, когда везли в операционную, увидела 5 человек в масках, там сестрички. И на стол положили и сразу что-то вкололи. Я даже до 3 не успела посчитать. Да. Да, очень быстро и без всяких. Очнулась в той же самой палате. Когда открыла глаза, посмотрела, что в той палате. Как лежала, так и было. Ну, кровать такая удобная, и поднимается, и спускается, и выше поднимается. И сколько заживал живот? Живот заживал. 11 дней я там пролежала, потому что стояли катетеры все выведенные, эти бутылочки. Да. Им надо было проверять. Да. 11 дней. Да. За зубы сколько заплатила? За зубы? Так сразу только 3000 заплатила. Я же должна их ждать, когда вернулась через 11 дней, ждешь полгода, пока приживутся импланты. Никто раньше тебе ничего делать не будет, пока не приживутся. В феврале поехала и докончила зубы. Еще вырвали 5, потому что... Итого, сколько это обошлось? 8000 зубы. $8000. Хорошо, живот? Живот еще 7 и глаза. Живот и глаза еще 7. Живот и глаза вместе, да? Конечно. И жир еще сняли с боков. $7000 это глаза отрезали? Это фунты английские. Это никакие не То есть доллары. отрезали, подожди, живот и глаза... Ну, 15 000 в общей сумме. С зубами, да? Да. Угу. Ну, ты мне отдельно скажи, 7000, значит, зубы и... Зубы 8. 8000 зубы и 7000 Я живот. сразу 3000 заплатила, 7000 за живот, за глаза и за жир, и я уехала. А когда вернулась, через полгода доплатила то, что они уже же сделали.
Импланты же обратно разрезают, проверяют, когда через полгода поехал, проверяют, как прижились или правильно прижились. Еще начался пародонтоз. Вырвали вот здесь 3 зуба мне. Мгм. Был консилиум врачей. Они говорят, есть зубы, но они мне в компьютере показали, пинцет взяли, как будто шевелится, пародонтоз начался. И говорит, если мы их не вырвем, мы можем одеть коронки на них, то, что есть. Но они же через полгода ты назад вернешься. Только вырвать их надо. Вырвали их. Потом рядом был такой бломбированный, он плохой был. Вырвали. Этот еще тут нашли какой-то. Мгм. Все, вон. И Я поняла. И так. я еще пробыла, как поехала, еще неделю пробыла, вот пока они мне сделали все. Сколько сейчас прошло после этого? 2 года. Да? И как ты себя чувствуешь? Нормально. Нормально? Вида, скажи честно, это вот кто тебя так вдохновил на такой поступок, на наведение красоты? Я имею такую подружку-женщину, она молодая женщина. И мы как-то, двор большой имеет, все время загораем. Она все время мне говорит, что как-то это нужно подправить тебе было бы. И вот когда эту пару везла, они мне как дали, я и согласилась, но я и подправила. Бы мне было неудобно, этот живот свисший, это все потеет, это все. Я скинула 20 килограмм, и мне было неудобно все. Я поняла. Так, я потому что подумала, что ты всю эту красоту наводила ради жениха. И подписчицы тоже так подумали. Нет, ну так как тут... Нет. Нет, да? Нет, но мне было неудобно, 20 килограмм скинула. Если я весила... Подожди, 20 килограмм жира отрезали? Я весила 100 килограмм. Я до этого, пока операцию сделать, я 14 килограмм скинула. И это все повисло. Это неудобно, это жарко потеешь, это не... Ну да. Нет. Угу. Я решила, вот так как подвернулись эти люди, она мне, эта женщина сказала, что я имею клиники с врачами связано, и могу показать фотографии, пришли и все сделаем. Да. Ну вот. Ну, шикарно. Очень хирург хороший был. Да? Очень. Ну что, они сделали операцию, зажило, почти ничего не видно. Горсет одевают на 6 недель сразу же. Он такой, как резиновый, знаете, ну такой, как вот резинка тягается. Угу. И ты можешь себя зажать, чтобы не разошлось все. Они сказали 6 недель носить. Я в сентябре делала, то я 2 месяца в нем проходила. Мне было холодно. Я когда сниму, мне все, к телу не могу дотронуться. Мне кажется, там что-то такое холодно. Да. То я его носила 2 месяца. Пока привыкла, сняла. Очень было тяжело привыкнуть, когда возле кожи близко нету. Кофта болтается. Так плохо мне было. Угу. Тогда я одевала, какую майку покупала на 3 размера меньше, натягивала, чтобы она в облипку была. И одевала какую маечку, и ходила так. И так и привыкла. Все нормально. Да. А за зубами нужен какой-то специальный уход, нет? Нельзя ковырять лишь бы чем попало. Паста специфическая. Пасту я купила для этих зубов такую, но как-то мою в Египте езжу, мою этими натуральными с Египта, но я водой есть аппарат специальный. Воду заливаешь, и их, когда поела, после каждой еды ты его, чтобы в зубы не сунуть никаких палок, ниток всяких, водой выбиваю все с них. Ну, чищу пастой. И чистить надо не так, как мы чистим, а вот так наверх. Да. Наверх. Чищать.
наверх. Щеткой. Мягкая, удобная должна быть. А так этой водой. Я ничем не ковыряю их. Вода, есть аппарат этот. Пока привыкла этот аппарат, боже, купила. Никогда этого не делала. Зубы эти, аппарат неосторожно включу, заливаю. Где попало на зеркало, то в ванне на занавеску, то в ванну воду проливаю, то пока привыкла. Когда-то бывает первый раз всегда. Привыкаешь ко всему. Да. Ну ладно. С зубами завидую теперь вот здесь. Да. То есть, получается, как бы все, они сделали, ты с ними прощалась, и больше никаких отчетов ты им не высылала, да? Нет. Я была в Турции, и съездила, позвонила, что я могу приехать, чтобы меня посмотрели. Я съездила к хирургу насчет живота и подошла к зубам. И меня все проверили, все хорошо, и по домам. Ну, шикарно. То есть ты... Не всем так бывает, запомните. Есть люди по несколько раз ездят. Это то же самое, как пилюля. Вот тебе дам пилюлю, и я ту же самую буду пить. Может, мне хорошо, а тебе от нее может быть плохо. Так и с зубами. После анестезии ты быстро пришла в себя? После чего? После анестезии. Так ты же тут же привозят и будят тебя. Быстро. А потом как? А что потом? Каждые 2 часа тебя поднимают. Не дают всю ночь спать. Ты учат ходить. Ты должен ходить по палате уже через 2 часа. Приходят, не дают спать. Приносят там пить. Приносят. А кушать? Принесли, на другой день и кушать. Кушай же. Сладкий суп с изюма принесли. Да. Такой водичка и изюм. Ну, вкусно, когда ты ж голодный на операцию идешь. Конечно, голодный. Ты кушаешь за милую душу. Кажется, ну что это за такое? Суп, это компотик такой. Компотик такой, да. Чай спрашивают, кофе хочешь, что хочешь, что приносят. Какие-то сыр такой нарезанный тоненько, чтобы ты там не обожрался, короче. Как ты проводишь дни здесь, в Египте сейчас? Каждый день море, да? Каждый день море. Каждый божий день, да? Каждый божий день. С тобой его встречаюсь. Ну да. Все нормально. Систематически, да. Там, где я хожу, познакомились, там с Украины, с Минска женщина есть, потом с Германии женщина. Она русская, но живет в Германии 30 лет. То вот общаемся. Варю супы, они ко мне за супом приходят поесть. Да, ты вкусно готовишь, молодец. За супом приходят. То есть у тебя сейчас какие планы? Поедешь в Лондон? Поеду домой. Сделаешь еще, ты говорила, операцию, да? Еще 2 операции сделаю. 2 операции. Ну, это в Лондоне. Это у нас, там, где я живу, сделают. Какие? Только в разных городах. Какие? Шунтированный кровяный сосуд правой ноги. Я далеко ходить не могу. Шунтирование. И ухо операция. Вот ты скажи, когда у тебя с ухом проблема случилась, скажи. Случилось, как я говорю, я не знаю, или это совпадение. Не совпадение. Или это... Ну, я хотела в Египет приехать, и нужны были прививки. В 19-м, наверное, в году это было. И нужно было 3 прививки сделать. Их же сразу так не делали, сразу. Надо было ждать. И вот один прекрасный день после этих прививок, не знаю, наверное, может, какие 3 месяца прошли. Ухо заболело. Воспаление уха. Тут же к врачу. Какие-то спреи написали с антибиотиками. Я брызгала. Говорит, 7 дней брызгать надо туда капать, и это ухо. Ватой заткнуть, но ничего не помогает. Все болит и болит. Тогда я еще раз к нему. Он написал антибиотики. Я 7 дней пила. Пила, ничего не помогает. Болит, ору, кричу. И пока в один прекрасный день что-то взорвалось, перепонка лопнула.
И все, я глухая на этом ухе. Сейчас я с аппаратом хожу. И, я выбила у них операцию, что я их не прошу того, чего не было у меня. Я прошу чтобы они мне вернули то, что было. Вот и все. А шунтирование, то я пальцы замерзают, белые. Что еще? И болит, идти не могу, болит мышца вот сзади, болит. Короче, меня сделали, в такое положили. Это не магнитный резонанс, как-то по-другому называется, что в вену пускают такие горячие уколы, чтобы ты вся горишь. И они тогда видят в компьютере, что тебе есть. Шунтированный кровяной сосуд будет, забившись. И я не могу ходить далеко. Да. Я иду, должна вот сесть, посидеть или постоять. Сколько это будет стоить? Нисколько. Бесплатно в Лондоне, Конечно. Да? Ну, шикарно, шикарно. Шикарно. Никакая операция не стоит в Лондоне. Я приехала в 2010 году и ведь не просто вот так приехала, так работала, платила за все. Я статус имею. Я так же, как и все англичане, все положено мне. Да, да. То есть ты сделаешь операцию на ухо и на ногу и вернешься сюда в январе, правильно? Я не знаю, ли когда они... Ну вот в декабре, 11 декабря ухо уже... Там мне нужно в клинику. А насчет ноги еще не написали. Сказали, там одна знакомая, которая там все время мне помогает по медицинским делам, то сказали, она возвращается после 5 декабря, только они аппойтмент мне сделают на ногу, когда мне приехать нужно. Это совсем в другом городе. Там, где я живу, не делают такие операции. Я поняла. То есть, получается, ты сделаешь вот шунтирование и ухо, и вернешься сюда, да? Ну, скажут, через сколько, когда я могу летать, это не сразу. Не сразу? Нет, сразу не будет. Я поняла. Хочешь, чтобы обратно все шайбами пошло? Это же давление, как ты летишь. Давление, да. Еще они после операции потом проверяют, как это. Ты ж так вот тебя сделали и помахали ручкой до свидания. Да. Нет. Это, я так понимаю, ты стала на очередь уже давно, верно? Мне с ногой заметила в январе. А ухо? А ухо, так это уже 4 года так. Ага. Или 5. Как корона началась, да? Ну да, как это после короны, ну корона как началась, и вот говорю, как это после этих прививок и все. И, ну не сразу как-то, ну вот в один прекрасный, я никогда воспалением уж не болела. А тут, наверное, компликации, я так думаю. Это такое совпадение, как будто вот так надо было. Я не знаю. Факт то, что я глухая на этом ухе. Дыра. Дыра. Я поняла тебя. Зарастила волосы, сходила к врачу после этого, аппарат мне сказали, ношу аппарат. Удобно? Хорошо слышишь? Сразу я и плакала, и нервничала, и в жизни не привыкну к этому говорила, и что вы тут придумали мне. Сказали, привыкнешь. Привыкла. Ты его чувствуешь? Нет. Нет, да? Ну, батарейку нужно каждую неделю менять. Батарейку менять, да? Специальные. Покупаешь, но есть там, они устанавливают, какой звук должен быть, чтобы я слышал. Ага. Ну, шикарно. И когда батарейка кончается, там такая музыка играет. Что-то такое. А, да? Да. Уже значит все. Я даже в сумке имею батарейки. Это насколько тебе хватает? Неделю время. На неделю, да? А ну, то я куплю такую коробку. Вот такая батареечка. На неделю одной хватает. Думаю, давно уже меняла, возьму, если в городе вдруг кончится. Выбрала аппарат, села, поставила. Ну что, давай прощайся. В общем, да, если все, я еще здесь до 6 декабря. Потом. Ну, улетаю потом. Ага. Я бы не улетела, но мне нужно из-за ноги, из-за уха этого. Ну ты вот каждый день на пляже не устаешь? Нет. От солнца, от вот этого всего, нет? Так,
Если не хочешь на солнце, Зонтик. хожу долго, гуляю. Пока нога занемеет, тогда иду сажусь. А вот что у меня артрит вообще не болит. Я не чувствую в коленах. Чтоб он был бы уже. Давно вылечила, наверное. Не знаю. Все нормально. Ну все, говори тогда. Ну все, всем хорошего дня. Скоро Приезжайте, увидимся, да? отдыхайте. Увидимся скоро. Я приеду обязательно. Я никуда не денусь. Мне здесь нравится. Атя. Всем.